Всем привет, это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике, потому что реальные обзоры и тесты, потому что мы по всей Москве ездим, рыскаем, ищем для нас с вами интересную бытовую технику. И вот в этом видео мы будем говорить о двухэтажных стиральных машинах. В смысле, о стиральных машинах с двумя барабанами. Я расскажу про их функциональность, потому что на самом деле это очень интересная тема. Производители, смогли много полезных функций интегрировать в эти стиральные машины. И, наверное, главное это то, вообще зачем они нужны. Мы об этом тоже поговорим. Выдвинем версии Тостер насчет того, зачем и кому пригодятся стиральные машины вот такого формата с двумя барабанами. И, конечно, мы ждем ваши версии в комментариях. Пишите, давайте порассуждаем на эту тему. А если у вас есть уже такая стиральная машина, я думаю, что у некоторых наших зрителей она есть, рассказывайте о своем опыте, о том, как вы с ней взаимодействуете, нравится, не нравится. Вот это все. Мы любим, когда вы делитесь своим опытом эксплуатации бытовой техники. В общем, в этом видео такой формат топ-3. Мы взяли 3 наиболее интересных и крутых моделей с двумя барабанами. По сути, есть два варианта. Два барабана в одном корпусе. Это Hyundai и Haier из нашего обзора. И конструктор, когда дополнительный небольшой барабан, это, по сути, отдельная маленькая стиральная машинка. Ее можно докупить вдобавок к основной и поставить это все в колонну. В нашем обзоре есть такой вариант, это LG. В чем разница и как она влияет на, собственно, процессы стирки, функциональность, обозначим в этом обзоре. Просто смотрите далее. Логично, начнем с новинки на российском рынке. Hyundai Gemini продается в России со второй половины 2023 года. Это формат 2 барабана в одном корпусе. Соответственно, это 2 мотора, оба инверторных и оба с прямым приводом. Помимо того, что это наиболее технологичное такое современное решение для стиральных машин, это еще и влияет на габариты и в итоге загрузку машины. Такие моторы, они компактней. Размеры Hyundai Gemini вы сейчас видите на экране, высоту, ширину, глубину. Она у нас еще на подиуме небольшом стоит, так что в реальной ванной комнате она пониже и не надо никуда далеко вверх тянуться. Тут все в этом плане приемлемо для любого роста. Высота всей конструкции ниже, чем если бы у вас стояли в колонне стиралка и сушка. Нижний барабан, загрузка до 10 килограммов вещей, а верхний до 5. То есть одновременно вы можете стирать 15 килограммов вещей. Это реально много. Конечно, это максимум для хлопка. Для других программ загрузка поменьше, но все равно в целом большая загрузка. Но я всегда вот это отмечаю. Конечно, все индивидуально. Одно дело загрузить 10 килограммов футболочек и шортиков, а другое шторы или одеяло стирать. Это надо учитывать. Но что интересно, можно стирать одновременно на разных программах внизу и вверху. А можно выбрать одну единую для 2 барабанов программу и включить ее сразу, не переключаясь между ними. И я не буду дотошничать с программами стирки. Тут я ориентируюсь на ваши комментарии. Вы же и сами про них все знаете, правда? Вот и славненько. Скажу только, что, конечно, тут есть все необходимое, чтобы стирать разные ткани, вещи с разной температурой, выбор интенсивности отжима. Тут он, кстати, до 1400 оборотов внизу и до 1000 сверху с возможностью отмены. Как говорится, Галя, у нас отмена. Да, еще тут есть обработка вещей ультрафиолетом. Такое обеззараживание. Я это называю дополнительная гигиена. И эта опция доступна для обоих барабанов. И отмечу еще автодозировку моющего средства. Это другое, но тоже интересная технология. Смысл в том, что вы наливаете жидкое моющее средство и, например, кондиционер, а дальше это все само дозируется и подается в нужном объеме в зависимости от загрузки машины. Автовзвешивание тут, кстати, тоже есть. И обратите внимание, что есть отдельный дозатор, куда наливается моющее средство для детских вещей, что правильно и удобно. Порошком стирать тоже можно, но его предлагается добавлять в ручном режиме сразу в барабан. Вернее, в барабаны. Панель управления, конечно, красивая. Прямо понимаешь, что у тебя дома высокотехнологичное такое устройство. Соседи умрут от зависти. Все прямо так
современно, сенсорно и впечатляет. На первых порах точно будете любоваться. И важно, что работают все эти сенсоры нормально, у нас не возникло с ними проблем во время съемки. В нижнем барабане есть сушка. Это обычная для совмещенных моделей сушка конденсационного типа. Тен нагревает воздух, горячий воздух напитывается влагой из вещей, забирая ее, и далее она конденсируется и уходит сразу в канализацию, так если упрощенно. Можно выбрать степень просушивания, можно задать время. Загрузка для сушки до 7 килограммов, это очень хороший показатель. Ну и как обычно в совмещенных устройствах он меньше максимума для стирки. Есть объединенные циклы, сразу стирка и сушка, или можно добавлять сушку к определенным программам на этапе настроек перед стиркой. Но вот такая модель, по мне, так очень интересная и достойная внимания новинка на российском рынке. 130 тысяч, столько она стоит на момент публикации видео. Но при нынешнем бардаке с ценами это по-божески, что называется, для такого формата. Нет у нее удаленного управления, но во всяком случае пока. Это немного удивляет. Я вот уже привык загрузить белье и потом уехать в Париж и оттуда, шутка, конечно, и потом лечь на диван, и это не шутка, и не торопясь выбрать нужную программу из множества дополнительных доступных приложений. Добавить актуальные опции, а не стоять вот это перед машиной, чего-то там нажимать. Серьезно, я именно так и делаю. Но вот тут пока без этого. Эта премиальная история, она и до нынешней свистопляски с ценами стоила недешево, в районе 200, а теперь около 300. Но тут, во-первых, посмотрите на дизайн. Красиво, согласитесь. Для меня она не выглядит уже свежо, потому что продается уже несколько лет. Но от этого она не перестает смотреться современно, круто и дорого. Для техники премиум класса это важно. И это как раз, по сути, конструктор. Тут не в одном корпусе два барабана. И тут еще немало интересных технологий. Это тоже такая особенность всегда реально премиальной техники, а не той, которая себя за нее выдает. Корейцы вообще молодцы. Они всегда что-то разрабатывают, что-то придумывают. Начнем с того, что инверторный мотор с прямым приводом тут работает в связке с прокачанной системой внутренней стабилизации. Одно дополняет другое, и поэтому даже при полной загрузке, а это на минуточку 12 килограммов, даже при отжиме на максимальных оборотов, а это на минуточку до 1600 оборотов в верхнем барабане, машина не вибрирует. Во всяком случае, минимализирован, насколько возможно, этот момент, и уж она точно не пойдет у вас скакать по помещению. Есть автодозировка жидкого моющего средства и кондиционера, но тут этот бокс в нижней части основной стиралки. Залили и стирок на 20 забыли, а когда будет заканчиваться средство, машина выдаст на дисплее информацию об этом. Кстати, про дисплей. Тут он под углом небольшим. Небольшой угол — это 17 градусов. Это красная шапочка, чтобы пользователю лучше видно было, чтобы лучше считывалась вся информация. Само решение управления такое же современное. Круглый дисплей, он гармонирует с люком и так легко листается. Программы разделены по типам. Наиболее востребованные повседневные сначала, дальше специальные, и так далее. Есть автопрограмма, когда машина, исходя из загрузки, определяет основные параметры стирки. Есть технология выведения пятен разного происхождения. И всем этим великолепием, кстати, можно управлять со смартфона через мобильное приложение LG ThinQ. По сушке тут тоже разнообразно. До 7 килограммов можно сушить. Есть общий цикл стирки и сушки с такой загрузкой. Можно выбирать степень просушивания. Есть режим сушки для верхней одежды с сохранением ее водоотталкивающих свойств, если они есть, если это специальные ткани с пропитками. Программа повседневной сушки разных вещей. Сушка деликатных вещей, особо бережная при низких температурах. Быстрая сушка 5 килограммов вещей. И можно выбрать время сушки. Это все актуально для большого основного барабана. Он сверху. А вот нижний барабан, он немного необычный. Тут вертикальная загрузка, и он совсем небольшой. Загрузка до 2 килограммов. То есть какие-то вещи, требующие особо деликатной стирки, не объемные. Конечно, там нижнее белье, детские вещи тоже, кстати, можно отдельно стирать. В конце концов, можно в верхнем барабане с его-то большой загрузкой комплект постельного
постельного белья и не один стирать, а тут носочки. Есть несколько программ стирки, ну и вот это, конечно, такой другой формат машины с двумя барабанами. Тут все же второй маленький стиральный барабан, он такой нишевый, прямо для ограниченного круга задач, а не полноценный второй дополнительный. Ну вот пишите в комментариях, кому какой формат заходит. Может, пользуетесь уже такой техникой, расскажите. По большому счету, модель Haier, которая тоже уже некоторое время присутствует на российском рынке, это такой хедлайнер вот этого двухэтажного сегмента. Пусть узкого, таким он и останется, но не будет, конечно, массового спроса на такие модели, но тем не менее. Могу что-то забыть, но мне кажется, до Haier в России не продавались стиралки с двумя барабанами. Так что почетное право завершить наш обзор у этой модели. Она хороша, это формат именно два барабана в одном корпусе. Тут тоже инверторные моторы 2X с прямыми приводами. Загрузка, правда, декларируется поменьше немного, чем у Hyundai. Нижний барабан 8 кг и 4 присушки, и 4 кг помещается в верхний стиральный барабан. Тут тоже сразу бросается в глаза управление, большой цветной дисплей, вот так все очаровательно листается, выбираются барабаны, программы, дополнительные опции. В общем, даже несмотря на то, что машина уже некоторое время в продаже, она смотрится вполне современно и сейчас, особенно доставляет управление, что называется. Для каждого барабана свой набор программ, но есть и возможность запуска обоих барабанов по одной программе. Это классическая программа для стирки хлопковых вещей. В целом, меня радует, что программ много и есть циклы реально вот, для разных вещей, для рубашек, для джинсов, там для нижнего белья отдельный в верхнем барабане и для белья постельного или занавесок в нижнем. Реально хороший набор программ. Я люблю, когда на каждый случай стирки, скажем так, имеется свой оптимизированный цикл. Есть разные температурные режимы, включая 90 градусов в воду. С сушкой тут заигрывать сильно не стали. Можно в нижнем барабане ее добавить к различным программам стирки и выбрать авторежим. Тогда машина закончит сушку, когда вещи будут реально сухие. Или выбрать время сушки. Собственно, логично после стирки выбирать автосушку, а если какие-то вещи не досушились, такое иногда бывает с объемными вещами, то можно досушить, установив время сушки дополнительное. В обоих барабанах есть подсветка, плюс реализована технология автопромывки стекла люка и манжеты, где часто собирается грязь. Не то чтобы вам совсем не надо интересоваться состоянием манжеты, конечно, но шансов, что она будет какой-то уж очень грязной, ощутимо меньше, потому что струи воды под давлением там все промывается. И надо сказать, что по стоимости эта модель несколько дороже, чем новинка от Hyundai, с которой мы начинали этот обзор. Ну вот так, вы все видели сами. Интересный формат, на мой взгляд. А вы что думаете? Пишите в комментариях. И давайте подумаем, кому пригодится такая двухэтажная стиральная машина. Семьям, где много стирки, наверное, да, где есть маленькие дети, там и стирки обычно много, и удобно, что вообще можно детские вещи в отдельном барабане стирать. В какие-то мини-отели, возможно. Еще есть такая модная тема сейчас в больших городах, называется co-living. Это, по сути, новый формат общежития. Погуглите, если не слышали. Вот туда тоже нормально заходят такие стиралки, на мой взгляд. Дальше. Я даже, наверное, не в силу характера, а скорее из-за профдеформации некоторой, люблю стирать все на своих программах. Там рубашки на рубашках, джинсы на джинсах. И одно отдельно от другого. В общем, такой перфекционистский, что ли, подход к стирке. При этом никакой мизофобии у меня нет. Мне кажется, таким людям тоже зайдет двухэтажная стиралка. Правда, не все, кому захочется такую стиральную машину, будут готовы заплатить те деньги, которые за них просят. Но это уже другая история. Мы просто сделали обзор того, что есть на российском рынке в таком двухэтажном, двухбарабанном формате. Высказывайтесь в комментариях, кому пригодится такая техника и вообще свое мнение насчет нее. Ссылки на модели из видео внизу в описании. Это тостер. Мы
не делаем из домашней техники сенсации, мы просто рассказываем о том, как она реально работает, что умеет и какая нам с вами от нее реальная польза. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со всеми заинтересованными в теме, заходите еще на Toast.ru, есть мы на Яндекс.Дзене, в Телеграме и в соцсетях. Там не только наши видео, но и много другого интересного о доме и быте. Ну все, до новых обзоров и тестов. Пока!